друзья! Привет! Новогодние праздники отшумели, и после разгрузочной недели интенсивных физических нагрузок, которые должны были компенсировать наше новогоднее обжорство, мы снова решили себя побаловать. И приготовить вот такие воздушные булочки с корицей, которые называются синнабоны. И готовить их очень-очень просто, и вы сейчас в этом убедитесь. Покажем? Покажем. Поехали! Сначала к теплому молоку добавляем дрожжи и чайную ложку сахарного песка. Перемешиваем. Накрываем полотенчиком и оставляем на 15 минут, чтобы дрожжи активировались. А пока просеем муку. Добавим оставшийся сахар и щепотку соли, буквально 3 грамма. И все перемешаем. За это время наши дрожжи подошли. Смотрите, какая красивая пористая шапочка. Если у вас такой картинки нет, бегите в магазин за новыми. В муке делаем углубление и заливаем туда сперва молоко с дрожжами, растопленное сливочное масло и 3 небольших яйца. Впрочем, если у вас яйца крупные, хватит и 2. Сперва мешаем ложкой, чтобы соединились все ингредиенты. Сначала замешиваем тесто в нашей миске, и оно получается такое тягучее и липкое. Потом перекладываем на рабочий стол, будем уже месить на столе. Припыляем рабочую поверхность мукой и выкладываем на него тесто. И начинаем замес. К себе и от себя. К себе и от себя. Месим до тех пор, пока тесто становится гладким, эластичным и перестает прилипать к столу и к рукам. Вот такое вот тесто замечательное у нас получилось. Смажем стеклянную чашу небольшим количеством растительного масла. Положим тесто, перевернем его, чтобы со всех сторон оно промаслилось. Накроем полотенчиком и уберем в теплое место примерно на час. Смотрите, как хорошо поднялось тесто. Оно увеличилось в объеме раза в 3. Припыляем рабочую поверхность и выкладываем наше тесто. Немного его растянем, присыпем сверху мукой. Скалку тоже присыпем мукой и начинаем раскатывать. Нам надо раскатать прямоугольный пласт толщиной 5-6 мм. У нас получился лист размером 40 на 48 сантиметров. Следующим этапом нам надо размягченное сливочное масло размазать по всей поверхности теста. И лучше это сделать руками. Для начинки мы смешиваем сахарный песок с корицей. Мы взяли тростниковый сахар, но можно воспользоваться и обычным белым. Теперь тесто, покрытое маслом, присыпаем начинкой. Равномерно распределяем начинку по всей поверхности, слегка придавливая. С одного края оставим полоску шириной 2 см. Начинаем сворачивать тесто в рулет. Сворачиваем аккуратно, но не слишком плотно. Тщательно защипляем свободный от начинки край.
Аккуратно переворачиваем рулет так, чтобы шов остался внизу. Выравниваем его по толщине и разрезаем на 12 частей. Сначала пополам, потом каждую половинку еще на 2 части. И, наконец, каждый получившийся кусочек еще на 3 части. Вот такие получаются заготовки наших синнабонов. Выкладываем их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Слегка придавливаем. Накрываем полотенцем и дадим булочкам отдохнуть минут 20. Убираем полотенце и отправляем противень в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 30. Вот какие красивые румяные булочки у нас получились. Осталось покрыть их помадкой. Мы просто смешали сахарную пудру со сметаной жирностью 30%. Можно вместо сметаны использовать сливочный сыр с сахарной пудрой и добавить ванильный сахар. Покрываем каждую булочку помадкой. Сначала первый слой, а как только он впитается, вторым слоем. Вот теперь это уже не булочка, а настоящий синнабон. Разрежем и посмотрим, какой он получился внутри. Красота! Ох, какие булочки! Аромат какой! Просто Не в сказке сказать, не кружится. описать. Эти булочки просто Ну дай уже булочку фантастика. попробовать. Ну, Аромат подтверждает. на тебе булочку пробуй. Воздушные какие. Мягенькие. Они как пух. Потрясающая булка. Можно просто дегустационное видео снимать минут 15. Да, пока съедим, они же большие еще к тому же. В общем, все диеты На смарку. Чистый просто мед, восторг. Потрясающий. Мы молодцы. Готовьте такие булочки себе и своим любимым детям. Всем на свете. Будут все просто в восторге. Так что подписывайтесь на наш канал. Найдете для себя много интересных рецептов. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас и угощайте своих дорогих и близких фантастически вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!